Настоящий успех — это когда ты делаешь что-то стабильно, и у тебя это стабильно получается. Мышление – это фундамент любого предпринимателя. И вот если у предпринимателя страдает оно, то, Да. соответственно, бизнес не будет расти. И в этом выпуске мы поговорили с человеком, который уже 15 лет на коне. Твой бизнес – это твое отражение. Вот насколько ты сам мыслишь, столько ты и будешь зарабатывать. Это Бибигуль Саржановна, то есть человек, который создал огромное количество магазинов. И этот человек поделился вот ключевыми действиями, что нужно сделать, чтобы стабильно быть успешной женщиной. Я жадный до знаний. Я же чувствую, что мне не хватает этих знаний. Это реально некое пособие ключевых действий, что нужно знать, чтобы стать действительно успешной женщиной-предпринимательницей. Вроде все стабильно. Живи не хочу, расслабься, тебе 56 лет. Нет, у меня же новый проект. Поставь лайк, прокомментируй, подпишись на наш канал, потому что мы продолжаем все время генерить подкасты, продолжаем делиться полезными вещами, и я считаю, что наши выпуски иногда полезнее даже некоторых платных курсов, поэтому для нас будет очень классным подтверждением просто твой лайк, комментарий и подписка. Сделай это прямо сейчас, это не сложно, а для нас это от души. Ну что, друзья, мы продолжаем с вами исследовать вообще эту жизнь, ее законы, как она работает, и мы идем, наш градус повышается. Если я обычно зову людей, которые в моменте что-то делают, в моменте успешны, то сегодня я позвал человека, который уже успешно очень долго. И мне кажется, что именно у таких людей надо узнавать, что делать, как эффективно вести бизнес, как эффективно жить. Поэтому сегодня в гостях у нас Бибигуль Саржанова. Это человек, который уже занимается сколько бизнесом? 15 лет. 15 лет. Давайте немножко о вас вкратце, да, то есть расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь, и дальше вот у меня уже там есть вопросы. Так, на сегодняшний день, то есть как я выросла с одного магазина в 40 квадратов, на сегодняшний день у меня сеть магазинов, города Астана, Алмата и Уральск, команда 60 человек. Супер. Какие вот магазины, чтобы было понимание? 10 лет тому назад я завезла российский бренд Сержанети, который называется. Он, значит, производство находится в городе Казань. Это очень крупная компания, 25 лет на рынке, 150 магазинов по России. И в нашем Казахстане вот 4 магазина, это вот, которые завезла я. Ну и Климбер, да, как я понял? И Клаймбер, Да, да. Клаймбер, Да, и извиняюсь, да. Клаймбер, да. Но это у меня Окей. только в Уральске. Давайте теперь вот, исходя из этого, вот понимание теперь есть у аудитории, да, кто перед ним сидит, какой опытный человек. И вот давайте, исходя из этого, вот на основные такие вот разделим главы, да, скажем так. Что нужно сделать, чтобы вот 15 лет женщине классно, успешно, стабильно, системно расти такой бизнес, который там хорошо приносит, там большое количество сотрудников. Какие вот ключевые вот такие вот пункты? Что первое? Что самое главное? Мышление – это фундамент любого предпринимателя. И вот если у предпринимателя страдает оно, то, Да. соответственно, бизнес не будет расти. То есть если когда предприниматель, заработав первый свой миллион, его мозг рассчитывает только на этот миллион, то, соответственно, бизнес будет такой же. То есть, понимаете, говорят же, что твой бизнес – это твое отражение. Вот насколько ты сам мыслишь, столько ты и будешь зарабатывать. И если ты хочешь зарабатывать 10 миллионов, 1 миллиард тенге, то ты должен стремиться к этому. А для этого очень много инструментов, чтобы добиться этого. Просто сидя и мечтать, гадать, этого не получится. Именно вот в мышлении, что вы делаете вот такого стабильного? Как вы мыслите? Может, это какие-то практики, может, какие-то вот действия, обряды, ритуалы, я не знаю, что у вас там? Ну, в первую очередь, мышление предпринимателя – это обучение сотрудников. Это свое обучение, лично свое обучение, потому что многие предприниматели считают, что себя учить дорого. На это деньги уходят. Они считают образование и обучение как расход, а не как инвестиции. Окей. А если говоришь, тебе еще нужно обучать сотрудников, это вообще воспринимается как трэш. Потому что как так? Я буду учить. А вдруг я сейчас выучу, он уйдет. Лично я это на своем опыте поняла. Потому что когда я начала свой бизнес, и у меня не было знаний, я же на лайте думала, что бизнес можно провести на лайте. То есть мое вот это, что бизнес это у меня только на второстепенном плане, то есть основная работа есть, а я там проведу, ничего страшного, поработают девочки сами по себе. Вот это
оно как раз-таки привело меня к тому, что у меня нет знаний. И многие предприниматели начинают бизнес без знаний в продажах. Просто-напросто. И я, испытав на себе это, когда у меня были такие крупные ошибки, я поняла, что мне нужно обучаться самой. И это первое, что я сделала, я пошла обучаться сама. Супер. Давайте тут зафиксируем, что действительно все начинается со знания. Знания, по сути, увеличивают возможности, да. Подумайте, вот как вы сейчас можете, где вы можете обучиться в своей вот профессиональной среде, кем бы вы ни были, что бы вы ни делали, вот где вы можете в ближайшее время обучиться и чему. Запишите для себя. Супер. Давайте дальше. Вот я расскажу про себя. Все-таки я начинала еще в те годы, тогда это не так сильно было развито, как сейчас, да, допустим, здесь в соцсетях можно купить чей-то опыт. Вот сейчас шикарное время. В наше время такой не было. То есть для того, чтобы сделать это, мне пришлось столько шишек набить, спотыкаться, падать, да, допустим, самой все это проводить, да, и были такие ситуации, когда, допустим, тебя трясет, когда ты, допустим, пролетаешь, да, ты не зарабатываешь ничего, были такие ситуации, вот, а сейчас шикарное время. Что я делала в свое время? Я сидела, интернет просматривала от и до. Вот сидела, прописывала все свои инструкции. Я сидела прям азы знаний в продажах записывала, как, что продавать, как работать с командой, какие инструкции, какие алгоритмы существуют, как вообще команде объяснить, как нужно торговать. То есть об этих этапах продаж я оттуда узнала. Затем к нам иногда приезжали в Астану тренеры с Москвы. И я бегом ходила на эти тренинги. Просто я, так как отличница, я жадная до знаний. И я же чувствую, что мне не хватает этих знаний. Мне нужно подпитаться, откуда-то взять эти знания. И я бежала, слушала с открытым ртом. Вот, знаете, как вот, отлично сижу, все записываю. Потом я тут же прибегала к себе в магазин. Хорошо у меня это было 2 магазина, да, компания маленькая, чем меньше компания, ты ближе общаешься с людьми. Я это все это внедряла, разъясняла, так, все, мы работаем неправильно, нам нужно делать вот так, все меняем. Все, и когда мои сотрудники говорили так, после очередного тренинга, они говорили так, ну все, Бибигуль Сагангалин съездила где-то, научилась, сейчас она нам будет мозг выносить. То есть даже продавцы, они воспринимают учебу, знаете, как напряг. Выйти из зоны комфорта, понимаете, да, то есть, но мне приходилось, так как я педагог, все-таки мне приходилось это работать и с мышлением продавцов своих. И вот таким образом я учила весь коллектив и сама все 15 лет. Супер. Зафиксировали первый пункт мышления, что самое ключевое – это именно обучение самому предпринимателю и обучение для команды. Супер. Что еще? Что касается окружения, допустим, как в этом плане? Влияет ли оно и повлияло ли на вас? Шикарный вопрос. Окружение еще как влияет. Вот когда я приняла решение уйти с телевидения в бизнес, допустим, я уже знала, что я пойду в бизнес, я знала, что я как буду работать. То есть я не уходила в никуда. После своего провала и факапа я поняла, что я буду четко работать, и мне нужно построить систему. А так как я отличница, я же говорю, я понимаю, что у меня должно вот так все по полкам все быть расписано. Когда это будет по полкам расписано, это легко с этим работать. И на тот момент у меня муж мой все-таки, я работала на престижной работе, стабильная заработная плата, на телевидении, да, ты ходишь вся красивая, наряженная, на каблуках, да, и тут уходишь в бизнес, да, все-таки немножко там меняется форма одежды. И он мне такой говорил, то есть стабильности нет, мне муж говорил, может, ты не будешь уходить, у тебя не получится. То есть у меня же там не получилось, когда я закрыла магазин, свой второй магазин в Астане, у меня же там не получилось, а вдруг у тебя здесь не получится. Не надо. То есть вот это вот убеждение окружающих, оно очень сильно влияет. То есть когда тебя рядом кто-то, твое окружение тянет назад и говорит тебе, у тебя не получится. Представляете, это ладно, у меня сила воли. А есть у людей, у которых сила воли. Ты когда и так сомневаешься, вот ты думаешь, начать, не начать. То есть, уйдя со стабильной работы, у меня же тоже было сомнение. То есть, какой-то тоже страх был, да, у меня были тоже переживания. Но, проанализировав все свои ошибки до этого, я знала, куда я иду, я сказала ему, ты только не мешай мне. Я знаю, что я буду делать. Я знаю, что я буду работать совершенно по-другому. Ты только не мешай мне.
И вот он на сегодняшний день говорит, я же ему говорю, там, ну вот видишь, ты меня тормозил. Он говорит, это была единственная моя ошибка. Окей, окей. Вот говоря про окружение, вы как-то в него специально попадали? Какие-то люди, вот вы их искали, может, там, кто тоже бизнесом Ты имеешь в занимается? виду Как? такое окружение? Да, да, да. Помимо того, что, ну, есть вот, да, близкие, родные, а вот вы как-то с окружением работали целенаправленно? Нет, тогда слово нетворкинг не было модным, Арман. Давай опустимся немножечко 15-20 лет тому назад. Ты мыслишь сейчас с нынешней ситуацией, понимаешь? А тогда никто ни с кем не общался. Я варилась в собственном соку. Вот я про что и говорю. То есть мне не около было обучиться. То есть я не общалась с людьми, которые занимались таким бизнесом. То есть если бы я изначально в товарном бизнесе там ездила, занималась, я же говорю, я же работала на телевидении, у меня совершенно другой профиль работы. То есть это у меня было как попутная То работа. есть сейчас в этом плане вообще кайфово? В этом плане сейчас очень кайфово. Во-первых, сейчас очень много всяких сообществ, да, где Да, да. могут люди объединяться, делиться своими знаниями, да. Соцсети просто-напросто кишат различными курсами, понимаете, да? Только единственное, надо выбирать те курсы, у кого учиться. Да, вот давайте тут тоже зафиксируем второй этап, именно окружение. Подумайте вот в своем городе, где у вас есть то сообщество, в которое вы можете попасть. То есть не надо вот резко там менять свое окружение, бросать друзей, там перестать общаться, а именно найдите новое окружение, которое вы хотите как бы кем вы хотите стать. Вот, то есть прикольно такой момент, что действительно же работает вот эта вот штука, что хочешь там стать, там, условно, одним из миллионеров, там, общайся там, с 4-5, да, и ты станешь средним. Вот насколько это вот в вашей практике реально уже подтверждено? В моей практике у меня мой старший брат, где я работала в крупной компании, заместитель генерального директора, он является монополистом в городе Уральск. То есть где вот я курировала 23 магазина супермаркета. Ты представляешь, да, каждый магазин, да, по 300 квадратов. В каждом магазине работает по 30 человек. Я их полностью курировала. Они у меня в подчинении были. Я курировала, значит, всякие ревизии, что творится в магазине, планерки с ними проводила, как у них, как они продают, как они торгуют. Вот это все тоже мне дало опыт. Соответственно, окружение моего родного брата, мы же вместе с ним, мы обедали. То есть вы насмотренность получили? Насмотренность получила, Окей, конечно, окей. поэтому это как раз-таки дало тоже большой Прикольно, результат. прикольно. Поэтому молодежи, как ты сейчас говоришь, которые, допустим, хотят развивать свой бизнес, однозначно, правильно ты говоришь, что 3-4 миллионера, с кем ты пообщаешься, ты просто от них питаешься той энергией, и даже просто находясь с ним, даже просто разговаривая с этим человеком, ты набираешься такого колоссального опыта, даже за чашкой чая. Супер. Да даже смотря подкаст уже, я думаю, Совершенно тоже верно, можно даже уже смотря подкаст, какие-то вещи можно для себя взять. зарядиться, да. Супер, отлично, окей. Все, мы зафиксировали 2 пункта в мышлении. Это именно вот обучение для себя и команды. Второе — это окружение. Что еще? Как вы еще работаете или работали над своим мышлением? И что может помешать нашей аудитории вырасти? Так, ну смотрите, самое запоминающее то, что вот я сказала, то, что я начинала бизнес без знаний продажи, это самое первое, это что мне вред принесло, да, и такому затяжному росту, да, моего бизнеса. Вот, все-таки надо всегда сначала знать, а потом начинать делать. Вот это просто-напросто я запомнила. Сначала нужно узнать, как это делать, а потом только делать, а не идти просто ва-банк и так, по интуиции, наугад. И второе, конечно, когда уже у меня вроде бизнес развивался, он у меня рос, я рассчитывала на трафик. Когда появился Инстаграм, вот он в каких годах появился? Где-то в 15-х годах, Ну, так, в Казахстане активно, активно, да, вот так, да. в 15-х годах, 14-х, 16-х годах. И когда мне говорили, нужно вести Инстаграм, мое мышление на тот момент, которое оно меня просто задержало в развитии, зачем мне Инстаграм? Что за игрушка такая? Вот подумаешь, у меня есть живой трафик. У меня продажи идут, торговля идет. Зачем этот Инстаграм нужен? Представляете? И вот сейчас, конечно, когда уже все это раскрутилось, когда я поняла, насколько мое мышление тогда, оно мне просто-напросто помешало расти. То есть, по сути, вот эта открытость всегда должна быть, гибкость ума, да? Предприниматель должен быть гибким к тем изменениям, которые происходят.
То есть, понимаете, мы должны вот так лавировать. То есть произошло какое-то изменение, мы моментально должны схватывать, на лету должны схватывать, понимаете? Вот сейчас поэтому же говорят, же, быстро сейчас выигрывает. А все-таки я человек Советского Союза, понимаете? У меня стабильный бизнес идет, трафик идет, продажи идут. Думаю, ну что такое там, какую-то выставлять фотографии, ну что она Несерьезно. продает, несерьезно, Мгм. да. Да, да, да. И вот когда уже во время пандемии я поняла, что я сколько потеряла времени, и пандемия просто поставила как конкретные четкие коррективы, потому что до этого мы даже завели там СММ, там на 50 тысяч тенге, там что-то там выставляли, ну такой жайский, вели Инстаграм. Я думаю, это Инстаграм не работает. То есть, понимаете, у меня был неправильный подход, у меня не было знаний в маркетинге. Опять-таки, представляете, когда нет знаний, то есть я первый раз тогда услышал слово маркетинг, олне вообще. Ага, Вообще олне, да? ага. Вот. И благодаря тому, что когда у нас появился маркетолог, то есть тогда у меня начали расти мои знания. Это прям самый такой, знаете, мой косяк, который я совершила в жизни. Я прям открыто признаюсь. Давайте здесь зафиксируем момент, что именно гибкость, адаптивность к ситуации, это вот интересно, да, то есть, допустим, подумайте сейчас, как вы можете, допустим, использовать вот эту всю историю с искусственным интеллектом, да, сейчас, то есть тоже все говорят о том, что вот искусственный интеллект важно, нужно, но я все равно вижу, наблюдаю, что только вот эти вот, говорят же, early adapters, те люди, которые именно рано все адаптируют, применяют, только они пользуются им полноценно, да, остальные пока что игнорят, да, эту штуку, а потом, как всегда, будут догонять. Поэтому подумайте, как вы сейчас в своей сфере, в своем бизнесе можете применить искусственный интеллект. Вы даже можете с ним просто пообщаться, типа, как дела, что делать там и так далее. Попробуйте. И второй момент, я думаю, что если говорить вот, да, из этой ситуации, что я услышал, да, это именно, по сути, про кризис, да, то есть который показал уже, что, ну, нужен Инстаграм, Это да, просто с необходимость. карантином, пример. Вот. Совершенно верно, это просто была необходимость. Вот, и я тут хочу тоже момент один выделить. У меня вот есть друг, бывший партнер, Махжан Тлеуханов, он такую классную мысль сказал мне, как раз вот на карантине, когда мы были, он говорит, карантин — это перераспределение возможностей. И в моменты кризисов, в сложные моменты, обязательно появляются люди, кто сильно выстреливает. И это можем быть мы с тобой, если мы сейчас поймем, что делать быстро. Именно быстро. Поэтому интересно так случилось. Мы тогда, и вот у нас там появился проект «Поток», мы там сильно стрельнули вообще в жизни. И я тогда для себя тоже такой момент взял, когда даже наступает какой-то кризис, я ловлю такое странное ощущение радости. Ну, вот когда что-то происходит такое сложное там на уровне там моей компании или там, может быть, как-то на уровне там города, страны, да, я такой думаю, о, сейчас есть возможность. И это вот тоже такой один из навыков, мне Все кажется. правильно. Кризис – это новая точка роста. Да, То есть, когда случается кризис, есть люди, у которых руки опускаются. да. Вот. А есть люди, которые начинают страдать, переживать, да, допустим, особенно вот женщины там лицом в подушку уткнутся и могут плакать несколько дней. А вот у меня, наоборот, ситуация. У меня на 180 градусов начинает мозг работать. Как выйти из этой ситуации? Не сам случай, что произошло. Вот произошла вот такая-то там, ну, проблема, допустим. А у меня сразу несколько вариантов, как выйти из этой ситуации. Первое, второе, третье. И начинается раздумывание. Я выбираю какое-нибудь одно точное решение, и по которому иду. То есть и для меня, наоборот, проблема – это, наоборот, возможность. Вот, понимаете, это мы растем. И вот ну, все кризисы, которые случаются, допустим, я так считаю, что для предпринимателя это, Да. наоборот, точка роста. И надо рассматривать именно так. Самое главное, не что случилось надо думать, а надо думать, как выйти из этой ситуации, найти решение и что дальше делать. Так, все, мы тему мышления как бы обсудили, да, по сути, основу такую, да. Что идет дальше? Вот мы обратно возвращаемся, да, что вот как именно стабильно быть успешной женщиной на протяжении 15 лет, да, какие есть такие Команда и элементы? система. О, команда. Второй Мгм. после мышления идет команда или Так, система? нет, все-таки система, а потом команда, наверное. Что значит система? Для меня система – это такая структура, которая делает твои результаты предсказуемыми. Что значит предсказуемыми? Значит запланированными. А я сама по себе человек-план. Я люблю, когда все распланировано от А до Я. Если ты распланируешь все свои действия, то, соответственно, у тебя бизнес будет идти как по маслу. Что в систему входит? Ну, во-первых,
Все рабочие процессы должны расписаны быть четкие. Они должны быть понятными каждому сотруднику, ну, соответственно, владельцу. Естественно, к систематизации это надо отнести автоматизацию бизнеса. То есть мы должны облегчать свою работу Да, с помощью 1С, да, различных там приложение, да. приложений. Да. Для чего? Во-первых, мы облегчаем свою работу, во-вторых, мы освобождаем свое время. Допустим, раньше все это мы как делали? Все в тетрадках писали. Сколько мы теряли времени на это, да? А я человек, который люблю цифры, вот, допустим, я все равно это всегда считала, понимаете? Вот. И поэтому, когда бизнес автоматизируешь, ты облегчаешь свою работу. Конечно же, потом прописывание регламентов и инструкций, обязанностей сотрудников. Потому что это самое важное. Потому что если не будет сотрудник знать свои обязанности, то, соответственно, в бизнесе будет хаос. А если будет хаос, то, соответственно, будет бардак. Кто за что отвечает, что он должен делать, все, это бардак. Вот, поэтому обязательно нужно прописывать инструкцию. Но Окей. здесь я еще хотела бы сказать, что такое инструкции? Когда я все время прописывала инструкцию, они какое-то время работали. А потом они перестали работать. Я стала задумываться, почему, интересно. То есть инструкции – это что должен делать сотрудник. Оказывается, это мало. Нужно еще прописывать шляпы. Что такое шляпы? Шляпы – это как сотрудник должен это делать. Это самое важное. Потому что, хорошо, ты должен закрыть план. Ну хорошо, ты должен закрыть план. А как ты должен закрыть план? Он этого не знает. Ему нужно пошагово все расписать. Вот шляпы это как раз-таки есть пошаговая инструкция действий, конкретных действий твоего сотрудника. Вот это самое важное, когда предприниматели просто расписывают шаблонные инструкции. Вот твои обязанности. Они не работают. Вот я вот тоже этот термин слышал вообще, и мне кажется, надо его немножко объяснить, да. Я вот так слышал, да, на обучении, что, допустим, если мы понимаем, кто такой полицейский по его форме, да, допустим, или там пожарный по его форме, то как понимать, кто какой должности, да, то есть его можно понять только там, грубо говоря, по его функциям, которые он делает, да, и поэтому это называется шляпа, то есть ты надеваешь типа шляпу, допустим, и если человек не делает что-то вот в вашей работе, то значит он не ошляплен. Такое есть выражение, что он, значит, не понимает, ему не донесли, что он должен делать. И вот это вот про то, что вы говорите, верно Да, же? да. Окей. То есть вы прописываете и полностью проясняете все людям, чтобы они понимали, да? Совершенно верно. Вот Да. даже как сделать уценку товара? Мгм. Ну, вроде бы легкий вопрос, да? Или как, допустим, сделать мерчендайзинг? Тоже вроде, ну, что, сделай там развеску, повесь там, да, там, ну, что вроде такого, да? Даже элементарно. Как открыть, закрыть магазин? Как сделать вечерний отчет? То есть, когда у сотрудника есть конкретно прописаны его алгоритмы работы, тогда сотруднику легко работать. И даже если он уйдет, да, то есть Совершенно идет верно, другой, и если все. он уйдет. И вот Да. поэтому, когда я сейчас построю свой системный бизнес, я освободила от себя. Почему я говорю, что все думают, ой, система, что это такое, что-то общее, Что-то такое, скучное. что-то скучное. На самом деле это очень такая, знаете, сложная работа. И ее надо проделать, это прям надо садиться или приглашать методологов, или сидеть самому. Допустим, я это прописывала, все это сама. Это очень, на самом деле это очень нудная работа, но ее надо делать. Хотят, не хотят предприниматели расти, если хочет расти, обязательно нужно прописывать. Без этого не получится. Окей, супер. Что еще в системе должно быть? Однозначно обучение сотрудников. Мгм. Это однозначно. Уже второй раз отмечаете это. Второй раз отмечаю. Я так и буду постоянно возвращаться к этому, потому что это, знаете, я считаю основополагающим пунктом в развитии любого бизнеса. Я прям буду к этому возвращаться, потому что я в свое время натерпелась тоже от сотрудников, которые проходили, ну, ни о чем. То есть, смотрите, вот у нас в Казахстане не развита система обучения, системного обучения нет подхода именно к продавцам. Именно продавцов в товарном бизнесе. Вот если в советские времена, допустим, была развита система такая, как колледжи, техникумы, да, ПТУ, да, которые как раз-таки выращивали работников среднего звена. Сейчас, в настоящее время, в нашей стране, что у нас растет количество вузов. И, соответственно, все экономисты, юристы, да, у нас сейчас сплошь и рядом. Закончив эти университеты с высшим образованием, им идти некуда.
Они не могут найти себя. Ну, не может он юристом. Ему мама сказала пойти юристом работать, да, или она экономистом закончила. И вот такие люди приходят к нам в продавцы, которые ноль знаний. Они ищут свою мечту. Допустим, вот она хочет когда-то юристом, да, допустим, а может, она не хочет юристом, вот она сомневается. Ай, дай-ка я пойду временно пересижу в продавцах. Вот просто пересижу, допустим, да, или, допустим, замуж ей надо выйти, вот перетерпеть какое-то время. Понимаете, да, вот так полгодика посидеть, да, и наши магазины используются как перевалочные пункты. Или приходит, допустим, женщина, у кого карьера закончилась. Все, закончилась карьера, ей деваться некуда. И мы, предприниматели, принимаем на работу вот таких сотрудников. Соответственно, тот человек, который не имеет знаний в продажах, который не умеет продавать, а мы доверяем им свой бизнес. Мы вкладываем большие деньги в этот свой бизнес. Представляете, мы вкладываем свою душу, энергию на тех людей, которые, они не виноваты. Они не виноваты, что они оказались в этой ситуации. Им тоже надо на хлеб зарабатывать, правильно, да? Они приходят к нам тоже зарабатывать. И вот когда предприниматели не обучают своих сотрудников, поэтому нечего жаловаться. Вот я всегда говорю так. Не обучаешь ты сотрудников, не плачь. Супер. Я тут, можно тоже дополню, тоже у нас есть бизнес-консультант, который вот меня сопровождает по проектам нашим, и он такую мысль интересную сказал, он говорит, что человека, именно сотрудника, стабилизирует два момента. Первое – это его ошляпленность, то есть когда он знает полностью, что он делает. И второе – это знание по его именно сфере. И чем больше у него вот эти два момента идут, тем он более стабильный становится как человек. И, соответственно, эта сфера, где человек ошляплен и у него есть знания, то она перестает быть турбулентной. Ну, то есть там спокойно, все процессы идут, все хорошо и все нормально. Да, ну не зря же говорят, знание равно уверенность. Да, Понимаешь, не зря же так и говорят. Потому что без знаний человек сомневается, он боится, он стесняется, у него страх какой-то, да, сомнения. сомнения есть. А когда ты получаешь знания, ты же окрыляешься. У тебя появляются крылья, у тебя глаза блестят. Ты смотришь прямо в глаза, да, своему сопернику, грубо говоря, да, допустим, своему клиенту. Ты можешь ему ответить, ты можешь ему классно преподнести свой продукт. То есть вот это уверенность у людей появляется. И правильно ты говоришь, когда он знает, как работать. Супер, отлично. Так, что еще есть в системе? Про планирование, да, все-таки не зря говорят, что планирование решает все. Система – это то, что результат должен быть предсказуемым, да, соответственно, а каким он должен быть? Для этого нужно планировать. Вот, допустим, в нашей компании, допустим, есть коммерческий календарь, называется. Этот коммерческий календарь расписан все действия на год. На год. На год. А когда вы Действия сотрудников. Ага. Допустим, по продажам отдельный план. Сейчас по продажам, сейчас расскажу про действия, а потом расскажу, допустим, про продажи. Да? Допустим, сначала этот коммерческий календарь, он пишется на основе маркетингового календаря. То есть мы собираемся один раз в полгода и вместе с командой ропов, топов, потом, значит, маркетингового отдела собираемся и начинаем штурмить, брейнштормить, что мы будем делать в этом году, в это полугодие. Соответственно, у нас есть какие-то календарные праздники, да, мы к ним привязываемся, да, допустим, и, соответственно, маркетолог свои какие-то идеи говорит, там, ропы какие-то говорят. Все, мы прописываем скелет в стратегическом плане. После этого мы расписываем каждый месяц отдельно. То есть на полгода расписали. Потом мы это раскидываем на месяц. Декомпозиция. Да. И у нас в коммерческом календаре специально есть вот так с левой стороны маркетинговые инструменты, что должно делать маркетинговая команда. С правой стороны, что должны делать отдел продаж. Затем идет ответственно, и где расписано пошагово дата проведения акции, кто ответственный, кто что должен делать, когда он что должен передвинуть, когда он что должен отвести, когда он что должен привести, когда должен оператор прийти заснять, сколько рилс надо заснять, сколько сторис надо заснять, как магазин ропы должны подготовить к какой-то акции, к смене сезона. Когда у сотрудников есть такой документ, четкий план, им спокойно. Им, конечно, спокойно. То есть они вот так берут свой документ и работают по нему. Супер. И поэтому я в это не вмешиваюсь. Все, моя задача поприсутствовать на собрании. Все, я потом знаю. И потом еще, когда я присутствую, на отчетах.
Да, что мы вот отчитались, мы провели то-то, мы провели это, мы провели это. Супер. А как часто вы на таких отчетах присутствуете? Я на таких отчетах присутствую один раз в месяц. Это уже когда результаты за месяц. И стараюсь в промежутках в неделю один раз присутствовать. То есть, ну, это по продажам. На отчетах по маркетингу. А, кстати, маркетинг тоже у нас участвует сейчас. Там и продажи, и отдел маркетинга участвует. Окей, супер. Раз в месяц, то есть вы на отчетах. Крупных, да. М, И недельно я все равно должна отслеживать, мгм. знаете, такие Ключевые внутренние цифры. показатели. Потому что почему? Потому что если ты когда в конце месяца узнаешь свои цифры, а там уже поздно что-либо делать, все, план не выполнен, а ты уже ничего не сделаешь. Когда ты начинаешь за неделю смотреть свои цифры, у тебя есть еще возможность что-то изменить. Супер. Понимаешь, да? Да. То есть у тебя есть какие-то рычаги, которые ты можешь использовать. Вот здесь вы там-то не сделали, вот здесь вы там-то не сделали. Давайте что делаем? Тут же принимаем решение, меняем. А вы говорите, что делать, или команда говорит, а вы просто Команда внимание говорит, что делать. обращаете на них? Команда говорит, что делать. У Супер. меня горизонтальный способ управления, Ага. метод управления. А ну-ка раскройте подробнее, что это значит. Ну, есть вертикальный, а есть горизонтальный. То есть вертикальный – это когда твои инструкции, руководитель все сверху спускает, такой, знаете, говорит, диктатор, все, делаем так, как я хочу, и больше никак. И ничего мнений не слушается. Нельзя так работать. Мгм. Потому что, почему? Потому что, ну, это вот мое мышление, вот как вот Да. с Инстаграма, допустим, я же пролетела, когда мне же говорили в свое время, я на этом шишки заработала. Вот. И я поняла, что нужно слушать. А тем более сейчас молодое поколение, они более активны, они более энергичны, они ну, просвещенные в этом, да, допустим, мы все равно немножечко отставшее поколение, да, и мы-то есть такие немножечко перестраховщики. Окей. Теперь, значит, смотрите, как мы делаем план продаж. План продаж тоже, это очень такая важная структура, которую я знаю, что многие предприниматели не занимаются этим, они считают, они достаточно плана на месяц просто, и все. Вот многие считают так. Что такое план на месяц? Ну, там нужно продать, сделать 5 миллионов, и все, грубо, там нужно сделать там 10 миллионов. Все. Это хорошо, если кто-то так ставит планы. Хорошо. Но есть просто многие предприниматели, которые даже не делают этого, Арман, поверьте мне. Допустим, я вот на бизнес-форумах, там, да, на мастер-классах встречаюсь же, разговариваю же, да, и вот люди удивляются. У нас делается, система заключается в том, что мы план продаж ставим стратегически на год. Год календарный 12 месяцев. Этот год мы делим на кварталы. Каждый квартал мы делим на месяц. Каждый месяц мы делим на день. И когда продавец знает, что ему нужно продать в месяц одну сумму, не только сумма, а еще и количество, обязательно нужно количество, потому что у нас инфляция, и, допустим, с повышением курса рубля, доллара, те же самые миллионы, которые были в прошлом году, они в этом году совершенно другие миллионы, правильно? Поэтому я давлю всегда на количество продаж именно. Вот. И когда продавцу делишь этот месячный план на день, он этот план легче воспринимает. Супер. Понимаете, Ну, ему легче... декомпозиция. Да, декомпозиция. Он легче воспринимает, допустим, ну, грубо, там, 5 миллионов 100 единиц. Ой, так тяжело. От балды, говорю, цифры, да, допустим, когда ему говоришь, что тебе всего 5 единиц надо в день сделать и продать на 300 тысяч тенге, продавцом воспринимается легче. И, соответственно, когда продавец знает, что всего лишь на все 5 единиц и 300. Он так, все, я это постараюсь сделать. Давайте срезюмируем тут, по сути, вот именно я что услышал, что это календарь, планирование, когда вы идете от плана на год, и это уже сжимаете до одного дня, и каждый сотрудник четко понимает, что ему нужно каждый день делать, чтобы по итогу прийти к этой вот большой годовой цели. То есть годовая цель происходит из вот этих вот маленьких каждодневных побед. Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот он сделал один день, хорошо, у него получился месяц, у него получился квартал. Кайф. Тем более, если ставишь правильную мотивацию, да, допустим, показываешь мечту продавцу, да, вот ты видишь, что если ты выполнишь 100% план, у тебя будет такая зарплата. Если ты выполнишь 120%, у тебя будет вот такая зарплата. И когда продавец видит свою мечту, Да. ему легче, а не так просто иди, торгуй Да. и все, занимайся. Да. А как у нас часто? Так берут же на Да, работу, да, да? да, У нас вообще вот эта культуры, Системности системы выращивания продавцов нету. Если государство этим не занимается, я считаю, что предприниматель сам должен выращивать свои кадры. У нас такая, знаете, прям
книжка такая идет, прям реально, как что нужно делать. А вы знаете, еще к системности бы я отнесла такой шикарный документ. Это тоже мое детище, которым я горжусь. Он называется «Системный график». Так, Что это за документ, расскажу. У вас же есть тоже бизнес, у вас да, тоже есть подчиненные, да? да, Я вот ваши смотрю, ваши инстаграмы, да, как вы сейчас про зумеров рассказываете, да, вот я априори зумерами не работаю, их не беру, я миллениалов беру, да-да-да, но по вашей сфере деятельности, да, наверное, это у вас так, но я стараюсь не брать, потому что я на зумерах несколько раз прогорела, да, но хотя придется когда-нибудь и да, менять свое конечно, мнение, конечно, потому что на конечно. рынок выходят именно они Ну да, сейчас, и нужно находить опыты, да, методы работать да, с ним, да. И, ну, наверное, бывали такие случаи, когда, допустим, говоришь сотруднику одно и то же, а он то забывает, то он не подумал, то он не так подумал, то он не посчитал нужным, то он просто-напросто проспал. Что-нибудь еще какую-нибудь причину находит. Ты хоть штрафуй, хоть не штрафуй, там, беседуй, разговаривай с ним, да, а он все равно забудет. да. Или он все равно не так подумает. Я создала этот документ для того, чтобы они ничего никогда не забывали. Мгм. Системный график, где расписано, что это у меня к ропам относится, не к продавцам, а к ропам, ну, к менеджерам, да, что он должен делать в течение дня, с утра до вечера. Что он должен делать в течение месяца? То есть это такая, которая каждодневная работа, ну, которая постоянная работа, да? Что он должен делать в квартал и что он должен делать в год? Допустим, вот с утра, допустим, начиная как с открытия магазина до закрытия магазина, до сдачи ежедневных отчетов, ну, я вскользь говорю, да, допустим, месячная это сдача всех отчетов. У нас, кстати, между прочим, 28 отчетов сдают менеджеры, да, прежде чем получить свою заработную плату. Вот, сдача всех отчетов. Ну, какая тут рутинная работа там, да, вот ежемесячная. Что в квартал, что в год. И все это поставили еще на KPI. То есть, понимаете, не выполнено одно задание, у тебя минус KPI. Выполнено задание, у тебя плюс идет. Мгм, мгм. Понимаете, и когда подвязали KPI, никаких слов забыла, не подумала, я не так подумала, исчезли. Прикольно, Вот прикольно, я этим окей. документом честно хочу сказать, что я им горжусь, потому что я устала, я честно устала слушать. Мы все знаем, что ошибку человек может совершить один раз, правильно? Да, Это или его выбор, или его желание не делать работу. И у него классно есть качество, за которое держится. Но вот она просто не подумала. То есть у нее не хватило просто калибра на это. Вот просто-навсего, понимаешь, да? да. Ну и для того, чтобы не спотыкаться на этих калибрах, да, конечно, с этим калибром работаем, учимся, да, учишь, калибр растет у них. Но тем не менее, чтобы не было это, вот этот системный график, это шикарный инструмент для владельцев, которые хотят освободить свои руки от операционной работы. В прошлом выпуске с Расулом Абдулаевым он для вас щедро подарил аж 10 подарков. Первое — это его личная консультация, вот победитель. А также 9 уроков по маркетингу для остальных 9 победителей. Посмотрите, да, у нас с каждым выпуском все щедрее наши спикеры дают очень жирные всякие подарки. И этот выпуск, кстати, не исключение, поэтому смотрите обязательно его до конца, и вы тоже очень сильно кайфанете. Как всегда, пишите инсайт и как вы будете его внедрять в жизнь. Команда. Вот очень много сейчас говорят об этом, да, и я сам тоже в это очень сильно верю. Насколько верите вы, что все зависит от команды? Я верю это на 100%, потому что вторая моя гордость. Я создала себе такую команду, они меня освободили от моей работы. Вот, они меня полностью освободили, я могу заниматься тем, чем я хочу. То есть я тот человек, который всю операционку вез на себе, который бизнес начинал, что, ну, практически живя. Вот, я просто знаю, что такое. Я знаю, что многие предприниматели страдают и мечтают о том, чтобы построить системный бизнес, чтобы просто-напросто с помощью команды отдыхать, позволить себе отпуски, позволить провести себе время со своей семьей. И я горжусь тем, что я создала. Я вырастила свою команду. А вырастила именно я ее за счет чего? Именно как раз-таки за счет обучения, за счет того, что я отдавала им очень много времени, своего личного времени. То есть главной задачей руководителя является именно вот делать вклад постоянно, именно в образование, да, людей? Именно в образовании, Мгм. однозначно. То Окей. есть вот как продавцы к нам приходят, я же говорю, они к нам приходят неопытные. Они не знают знаний. Соответственно, приходит клиент, допустим, да, а он у нее спрашивает, а он даже 2 слова не может связать.
Понимаете, да? И как, доверяя свой бизнес, я понимаю, что мне нужно вкладывать в свою команду. У меня в свое время не было денег на вкладываться в команду. То есть как я до этого дошла? Сами учились. Сама училась. Но на самом деле у меня не было денег, мне жалко было деньги с оборота вытаскивать. Но я понимала, что если я не начну учиться сама, то, соответственно, как я буду расти? Вот, и, значит, что? Я ходила, училась. Я прям стабильно ходила, училась сама. Я же говорила, я внедряла эти знания. Потом я вижу, что это дало мне результаты, что мои сотрудники тоже, я же вижу изменения. Я вижу изменения, они стали лучше продавать, они стали лучше мыслить, они по-другому стали вообще размышлять. Потом я это увидела на результатах продажи. Да. Ну, самое главное, любой бизнес – это продажи, правильно, да? Мы же не просто так пришли, да, балду гонять, да? Нам нужны деньги, мы все идем ради денег, ради того, чтобы покрыть свои какие-то базовые потребности, да, потом дальше идти там, да? Вот. И когда ты видишь это в результате, что у тебя продажи растут, то, соответственно, ты видишь, что твоя команда, она растет. И я, знаете что, еще я научилась делегировать. Во-первых, я научилась свой домашний быт, я сразу делегировала, потому что я понимала, что я просто умру, если я буду там заниматься еще и домашними кастрюлями, да, кашками, распашонками и тому подобное. Вот, я научилась делегировать. То есть, знаете, у меня никогда не было страха делегировать вот, свою работу. То есть, что кто-то там, допустим, переманит мой бизнес, кто-то там украдет или еще что-то. Нет. Вот у меня сразу пришло такое мнение. Я хочу себе освободить и облегчить свою участь, находясь в бизнесе. А что мне это поможет? Мне Да. помогут только мои сотрудники, Люди, которые рядом да. со мной находятся. Только Окей. люди. Давайте вопрос именно по людям. Как вы ищете, какие тут у вас есть принципы? То есть вообще, какие у вас люди должны быть в команде? Чтобы вот такой был бизнес системный, стабильный, то есть кого вы ищете? Вы ищете самых лучших из лучших? Или вы берете там ребят среднего уровня и выращиваете их? Вот какой у вас тут подход? Я понимаю, что мое обучение дает мне результаты, и я из простого продавца выращиваю до старшего продавца, до администратора, до зама директора магазина, до директора магазина, потом там до директора филиала. И я такого сотрудника легче вырастить, потому что он знает твою внутреннюю кухню. Это один из самых лучших инструментов, честно. Когда твой сотрудник именно с азов начинает. Эволюционирует, да, вот так? Да, эволюционирует. Мгм. Во-первых, он знает всю работу изнутри. Да. Понимаете, и ему каждый шаг дается легче. Да. Им на самом деле кажется. Допустим, я несколько раз пробовала, допустим, на директоров магазина. Они проработали, знаете, во многих компаниях крупных, такие даже как Inditex, вот, да, проработали. Но приходя ко мне в компанию, они не справлялись. Знаете почему? Почему? Потому что у них там разделенные функции. Да, на много То есть на людей. много людей. А То у есть нас реальность тут все делают все, да? Ну, там совершенно некоторые вещи. верно. Понимаете? А у Да. нас же в бизнесе, в частном, оптимизированный подход ко всему. Понимаешь? У нас один директор магазина, он выполняет всё 5 делает. функций. Да. И, допустим, то, что мой роб намного больше владеет, допустим, нежели сотрудник крупной какой-то компании, франшизы. Вот они только, допустим, грубо говоря, умеют упаковывать, допустим, там, пакеты. Ну, одну какую-то какую-то функцию, одну но функцию, круто да. очень. Чуть другую задачу, да, что они пасуют. И вот, приходя ко мне на работу, многие просто сгорали. И приходили же уверенные. Типа, да, я проработал там, я проработал здесь, там, я хорошо, понятно. Тогда вот делай отчеты, делай анализы, вот тебя, они все за голову хватались, плакали. Те, кто сейчас работает до сих пор и говорит, да, мы такие все приходили довольны, думают, ну что там, господи, подумаешь, ВП какое-то пришли там, да. А когда сдавали отчеты, мне плакали, неделями не могли сдать отчеты, и сейчас они говорят, да, классно, что вы нас научили этому. Какие принципы у вас найма? Следующий принцип найма – это однозначно, о том я уже пришла, это тоже не сразу пришла, что нужно брать сильных сотрудников, которые в чем-то сильнее тебя. Это классно, когда ты имеешь второй мозг. Вот, допустим, когда у меня появился маркетолог, я же говорила, я профан была, да, в маркетинге, да? Когда у меня появился маркетолог, и когда она мне сидела, объясняла, что такое маркетинг, какие надо инструменты проводить, что нужно делать, да? Я сначала так долго выслушивала ее, такая, там, ой, что такое говоришь? Да это ерунда все. Ага. А все равно у меня в голове сидит какие-то новые словечки. Я сидит. самая умная, тут начну. Конечно, Обычно, да. эго тут Какие-то уже. словечки новые говорит Да. для меня.
Потом сидишь такая, перерабатываешь всю информацию, такая думаешь, нет, кажется, она права. И вот так вот она проработала мое мышление. Я тогда поняла, что нужно брать иногда специалистов, которые в чем-то сильнее тебя. Ты просто не в состоянии все знать. Вот тут интересный момент, что очень много, я сам тоже общаюсь с разными предпринимателями, особенно кто только начинает, они боятся именно работать с сильными. То есть, ну, разные психологические тут факторы всплывают. Кто-то там боится стать ненужным подсознательно, да, по сути, или там кто-то считает себя самым умным, да, допустим, и когда кто-то умнее, для него это какой-то вызывает страх, да, условно. Вот в этом плане, то Это есть, кайф. это кайф, Это наоборот. кайф на Супер, самом деле. кайф. Потому что, понимаете, то есть все, я маркетинг отпустила. Это не Да. моя боль. Понимаете, есть человек, который делает лучше меня. Зачем я буду? Я лучше буду платить хорошую, достойную заработную плату. Я освобожу часть своего мозга этому Да, человеку. да. Я буду другим заниматься. Зачем мне этим заниматься? И он доволен своим, занимается, им никто него не Конечно, лезет. он специалист, а я в этом не специалист. И он лучше меня знает. Ну вот говорят же, что предприниматели это как дирижеры, которые не Совершенно обязаны верно. играть на всех инструментах, но обязаны понимать, кто лучше в этом деле, Совершенно в верно. людях разбираться. Совершенно верно. Допустим, когда, допустим, я наняла, как бы я хорошо в математике, в финансах не разбиралась, допустим, да, финансового директора, когда наняла, тоже она у меня точку внимания мою взяла, понимаете? Она освободила мои руки. HR-директора, допустим, да, допустим, тоже занимается, допустим, наймом, да, допустим, все равно крупные, конечно, ропы, там, топ-менеджер проходит через меня, Да, итоговое да, решение принимаю я, да. но ну, линейных сотрудников принимают они, допустим. Это тоже, ну, как говорится, освободило меня. Что еще есть про команду у вас, вот с точки зрения вашего именно подхода? Деньги сейчас можно заработать везде. Конечно, я знаю, что деньги – это основная мотивация любого сотрудника, да, это, то есть без этого никак. Ну, И база. база, да, но сейчас деньги зарабатывают везде, но если руководитель, знаете, относится как к такому материалу, как к расходному материалу, говорят, да, к своим сотрудникам, вот это очень много бизнесов тормозит. А как Я, вы относитесь, как к семье или как, или нет, не так? вы знаете, я очень строгий, справедливый руководитель, как они говорят, да, вот так интересно своих сотрудников послушать. Но я очень справедливый, честный, порядочный. И я к своим сотрудникам, я их ценю. Они выращены мной, и знаете, вот как мама им. Вот, Да, грубо говоря, может, нельзя так относиться к ним, да. да, но я каждого из них вложила в свою душу. А как это проявляется системно? То есть что вы делаете для сотрудников, чтобы системно они это чувствовали? Во-первых, я помогла тем, что я им расписала все шляпы инструкции, это однозначно. А во-вторых, я с ними работаю вот так вот. Объясняю, Один на один разговариваю, проводите, да? один на один. Я провожу собрания, я привожу какие-то свои примеры, какие-то свои ошибки. Я просто с ними рассказываю, объясняю. И они знают, они уже выучили меня, и они знают, что если они что-то не сделают, они получат втык. Они за это, ну, конкретно, да, но они знают, что если у меня хорошее настроение, мы договоримся о чем-то. Ну, вот помимо денежной мотивации, я ценю своих сотрудников по результатам работы. Допустим, у нас в нашей компании очень сильно развита система вовлеченности. То есть, смотрите, вот там мы проводим там день блинов, день пирогов, понимаете, там день арбуза, день там мороженого, да, допустим. То есть у нас такие своего рода праздники есть, все корпоративы, все там тимбилдинги, да, соответственно, я все вместе участвую в каждом. Допустим, дни рождения однозначно, Новый год там 8 марта. У нас на Новый год, допустим, дарится детям подарки, у кого есть дети, допустим. На 8 марта у нас нашим мамам, сотрудникам дарятся подарки. То есть вот такие небольшие знаки внимания, они тоже сближают. Допустим, 15 лет было компании, допустим, мы этим летом 2024 года выезжали 12 человек ропов в Грузию. Вот, ездили за счет компании. Вот именно как раз юбилейный год мы ездили, отдыхали все вместе. То есть, соответственно, в такой неординарной обстановке мы вместе сплотились. Они многие, кто-то новенький, допустим, они увидели меня совершенно с другой стороны. Допустим, кто-то боялся меня, допустим, а кто-то меня увидел совсем с другой стороны. Стал, соответственно, относиться по-другому. Допустим, в этом году компания отправила 5 человек в Египет за шикарные результаты за годовое выполнение планов. Супер, супер, Вот 5 классно. человек съездили в Египет, отдохнули. Когда руководитель ценит своих сотрудников, уважает, он не относится как к расходному материалу, а относится, как, знаешь, не как к винтику, а как к механизму. Потому что
наша команда – это наш костяк. Да. Калибр сотрудника будет зависеть от калибра твоего личного. Да. Поэтому не зря говорят, ты, твой бизнес и твои люди – это твое отражение. То есть насколько человек, владелец, сам вовлечен в свою компанию, в свой бизнес, в свою команду, такие же будут твои сотрудники. Вот, окей, про команду сказали, теперь переходим к следующему этапу. Что там? Самым важным, я считаю, что нужно вводить каждому владельцу корпоративное обучение сотрудников. То есть занятие сотрудниками, оно может быть разным. Да. Вот как я, допустим, я все 15 лет обучала своих сотрудников, то есть в интернете сидела, лазила, все это прописывала, расписывала, сидела потом, где-нибудь услышу, там все это расписываю. Мои раньше инструкции такие были тоненькие. Потом я, знаешь, ходила, наблюдала, что они делают, какие они ошибки делают. Прихожу, опять записываю. Так, вот такую ошибку. То есть из-за насмотренности вот такую ошибку она совершила. Что нужно сделать, чтобы такой ошибки не совершали? Я опять сижу, записываю. И мои вот эти инструкции, уроки, они у меня все с каждым разом толще становились. И я все 15 лет учила свой персонал сама. Я просто по первой профессии же педагог, и мне это очень нравилось. Тем более я это видела результат в этом, вот, что мои сотрудники растут, что мои продажи растут, значит, надо дальше их учить. И я не ленилась никогда. Я понимала, что это самое важное, что на сегодняшний день требуется. Мне нужно обучать продавцов. Если они будут встречать клиентов и не смогут продать вещь с той конверсией, которая мне нужна, они не будут делать вот эти кросс-продажи, а будут бежать к кассе, радоваться продаже одной единицы, Да. то мне это прибыли никакой не даст. Потому что вся прибыль, она сидит у нас не в первой единице, а вот как раз-таки в третьей, в четвертой, в пятой, в десятой единице. Понимаете? Потому что все остальное съедает аренда, маркетинг съедает, да, зарплаты. И вот когда я увидела, что это на самом деле, я такая думаю, каждый раз тренирую. Я проводила сама тренинги и сама еще проводила экзамены. Я, знаете, как вот ввела такую систему. Научиться сама, научить, а потом научить учить. Слышали, да, наверное, такую систему? То есть я научила сама, научила своих сильных сотрудников, теперь они уже учат моих сотрудников. И после этого, значит, когда я проводила экзамены, я прям проводила экзамены, вот как положено. Но цель моих экзаменов заключалась не просто поставить 2 или там 3 или 5. Допустим, у меня экзамены были как мини-тренинг. Мне надо, самое главное, чтобы мой продавец понял, как делать и для чего это делать. Не просто иди и торгуй, не просто иди и подай, а именно для чего и как. И я говорила, как хочешь ты мне объясняй, только не зубри. Самое главное, ты расскажи мне своими словами, как ты это понимаешь. И самое главное, для чего это надо. Знаете, я выходила после экзамена, когда я вот услышу, я как добьюсь, я могла с утра до вечера принимать экзамен. Когда я добьюсь, я такая, все, я сделала это дело. И так все 15 лет я это проводила, и теперь, естественно, я устала. Компания росла, меня уже физически просто-напросто не хватало. Я прописала вот этот корпоративный курс на видеоуроки. Это 100 уроков, видеоуроков. Сама лично сидела, как свою методологию, все это прописывала, весь свой опыт там. То есть я прям сконцентрировала весь свой опыт. Там теория, практика, техника продаж, психология продаж. Психология тоже немаловажную роль играет помимо техники, да. Затем мерчендайзинг, стилистика. То есть я вот этот весь процесс оптимизировала. И мои сотрудники теперь, допустим, приходит новый сотрудник, сразу дается ему этот корпоративный курс. Он 3 недели его слушает. Затем тут же в течение 3 недель он одновременно практикуется в зале, работает. Допустим, он отстажировался уже 3 дня, да, практикуется в зале. Ему дается еще наставник, продавец, который с опытом, и он всю вот эту свою теорию, он ее частями, там на модули делится, да, он это все прослушивает. После этого роб, который за него отвечает, он принимает у него экзамен. Роб сначала принимает экзамен, он же тоже уже оттренированный на нет, да? Да. После этого этот, как говорится, продавец, студент, говоря, да, продавец, он после этого сдает экзамены уже тренеру.
То есть тоже выученный моим А у вас есть тренер. тренер внутри команды? Я его выучила, я его научила. Это тренер у нас, который лидер продаж. То есть она у нас закрывает все планы, то есть, соответственно, кому можно доверить тренировать? Тот человек, который закрывает планы и перевыполняет планы. Вот поэтому самый лучший тренер она. И вот, значит, мы обучились, сейчас она принимает экзамен. Понимаете, экзамен как закрепление материала. То есть можно учить. То есть вот как некоторые делают, допустим, отучились, прослушали какие-то курсы, да, и все. Через месяц спроси, что там было на этих курсах. Никто ничего не скажет. После этого, когда я увидела, что люди начали забывать, я ввела переаттестацию. Каждые 3 месяца эти продавцы проходят переаттестацию. Вот представляете, вот, то есть это культура повторного обучения. Культура повторного обучения. Ну, я училка. Понимаете, да? И вот это вот, когда все это вот так, оно пускай, может быть, знаете, самое главное, они привыкли к этому. Они привыкли. То есть раньше было сопротивление. Ну, Типа, правила уже ой, такие. да, зачем, да мы все это знаем. А сейчас нет уже сопротивления. Они уже привыкли, что нужно каждый раз систематически сдавать экзамены. И вот на основе этого корпоративного курса, который дало шикарный результат. 2 года я его просто-напросто протестировала на своих сотрудниках, проэкспериментировала, как говорится, да, мои продавцы, как подопытные кролики. Насколько да. это повлияло на продажи вообще в В бизнес? первую очередь повысилась конверсия. Ну, вот. Это самый важный показатель эффективности продавцов. Да, Это конечно, самый важный. конечно. Второй показатель главной эффективности сотрудников – это увеличился средний чек. Понимаете, когда продавец осознанно работает и следит, а роб над ним следит и контролирует за конверсией, что такое конверсия, наверное, тоже все знаете, да, естественно, да, это сколько человек вошло из общего количества людей, надо его обслужить, правильно, да, и средний чек, да, это самые 2 важных показателя. Да. После этого, конечно же, естественно, стали расти продажи. Раз конверсия, средний чек растет, Да. увеличиваются продажи. А раз растут продажи, соответственно, увеличиваются планы. Когда ты видишь, что твои магазины перевыполняют планы, когда ты видишь сверкающие глаза своих продавцов от перевыполнения планов, понимаете, когда у них мотивация, что они могут, они смогли. Я сама радуюсь, когда вот у них не получается что-то, я такая расстраиваюсь. А когда у них получается перевыполнение плана, я не жадная на зарплаты. Я достойно плачу своим заработную плату. Я такая горжусь, я говорю, я горжусь вами, вы молодцы, девчонки, у вас это получилось. И вот пару ласковых таких слов им достаточно для того, чтобы они дальше... Сейчас они сами землю копают, понимаете? Сами землю роют. Мне даже уже не надо их мотивировать, особенно в тех магазинах, которые просто на ура работают. Затем, что еще самый важный показатель, это классная команда. То есть, когда в коллективе вот эта сама обстановка, что у тебя все хорошо получается, и за счет этого корпоративного обучения они же усилились, то есть они усилились, я их подпитала их знаниями, понимаете? То есть они были вот, такие шаткие валки, я их подпитала знаниями, у них расправились крылья, и, соответственно, обстановка в этом магазине отличная. Вот. Ты самый главный вовремя товар привози, понимаете? Делай вовремя скидки, когда тебе надо, необходимо, вовремя зарплату давай, они будут сами землю копать. И вот этот самый главный результат моего корпоративного обучения. И на основе этого я пришла к такому мнению, что я готова уже обучать продавцов по всему Казахстану. И поэтому я решила открывать первую школу продавцов в Казахстане. То есть именно первая школа продавцов – это как логичное продолжение моего корпоративного обучения сотрудников моих. Я протестировала, и я увидела свои результаты. Я просто знаю, что это боль всех предпринимателей. Нету обученных сотрудников. И в этом они не виноваты. В этом предприниматель тоже как будто бы не виноват. Но если предприниматель осознанно подойдет к своему бизнесу, что твой бизнес в руках тех людей, которые стоят в магазине, который первый встречает твоих клиентов, как он его встретит, так он его проводит. Вот что говорят, запоминается начало и конец, правильно же, да? То есть вот к свадьбе готовишься, там вот откудалки, там вот такие ты готовишься, мы запоминаем это. То есть самое, когда заходит наш клиент, он запоминает, как его встретили, как его приветствовали, как выяснили потребность.
И что он запоминает? Уже кассу. То есть, Да, когда свадьба проходит, мы же не помним, как эта свадьба прошла. да, Там столько времени готовишься, да, допустим, там 5 часов, и все так, уф, неужели это все прошло? Как так быстро все прошло? То же самое клиент, когда уходит с нашего магазина, у него, знаете, такое послевкусие от обслуживания. И вот это послевкусие от обслуживания как раз-таки должен оставить наш продавец. А как он его оставит, если он не знает техники продаж? Он не знает, как шаг за шагом вести человека до кассы. То есть многие думают, что касса начинается, продажи начинаются с кассы. Нет, до кассы с двери надо еще клиента довести. Для этого он должен, знаете, пройти по моей методике 7 этапов. У многих, допустим, бизнесов, допустим, расписано, если поискать в интернете, 5-6. У меня 7, допустим. Я прописала еще свой личный. И поэтому, зная вот эти методики, продавец может обучиться и, супер, соответственно, помочь любому бизнесу. супер, окей. Помимо методики, техники продаж, знать, как продавать, мало. Нужно еще работать с психологией. Как работать именно с мышлением продавцов и знать психологию покупателя. Это тоже немаловажно. То есть ты можешь научить. Ты просто можешь научить своего сотрудника, он будет там вызубрит и будет делать как тебя. Но у него просто-напросто есть страхи. Самое главное – страх Да, продавцов. Вот они боятся продаж. Опять-таки это психология, это их мышление. да, Они боятся много продавать, они боятся дорого продавать, они боятся навязываться, они стесняются, они думают, это неудобно, да как же так я буду навязываться. Потом они считают клиента по своему кошельку. То есть, понимаете, вот почему они дорого не продают, почему они много не потому продают. что они думают, что я бы так не купил. Совершенно верно. У них нет таких возможностей, и они вот рассчитывают на свой кошелек. Когда они, пройдя наше обучение, когда наши продавцы увидели, что спокойно можно одному клиенту продать 10-20 единиц за один раз, Да, сделать вот такой длинный чек на 1 000 000 тенге, продав 20-30 единиц, допустим, да, они такие, у них глаза открылись. Оказывается, так можно. Я говорю, никогда не судите по своему карману. Вот. И вот проработав эти мысли, мышление с продавцом, это тоже немаловажная роль. Без и этих это знаний все вот есть в этом курсе. это не курс, это образовательный проект. Это прям образовательный проект, где дается обучение продавцов именно кто работает в товарном бизнесе. Это не лекции, потому что там более 40 уроков у нас, более 40 уроков, где мы рассказываем, показываем на практике. Там не только теория, там будут практические, где я буду играть, где мои продавцы будут играть, все в игровой форме. То есть мало того, они так послушали, а затем они еще получают это урок в игре. То есть ну, у некоторых визуал же разный, же, да, они восприятие, допустим, да, вот, то есть все проигрывается, все ошибки продавцов проигрываются, да, и они это получают такой инструмент. Почему? Это школа называется. Во-первых, то, что сам владелец может пройти обучение, Да, и его продавец. окей, окей. Обучение проходит у нас 1,5 месяца, более 40 уроков. У нас будет шикарный документ, который поможет любому бизнесу, он называется Sales Book. Это пособие, учебное пособие для продавцов, где расписаны все рабочие процессы продавца. От А до Я, что должен и чем должен владеть продавец. Классно, Вот классно. представляете, вот приходит ваш сотрудник, да, вы ему даете вот такую книжку, пособие, где все расписано. То есть, представляете, я эту книжку собирала 15 лет. Это кровью и потом созданный документ. Все 15 лет Ну, не собирала. зря же говорят, что вот когда читаешь книгу, проходишь какое-то образование, ты за там какое-то короткое время, за какой-то короткий период получаешь опыт там десятилетний, больше, да, там автора, да, кто своей кровью и потом, да, скажем Да, так, кровью и пройденные, потом да, эти вещи. собранные, да. Потому что продавцы бывали разные. Я же Окей, говорю, именно окей. из ошибок продавцов Это вытаскивала где вот это. можно получить, посмотреть? Это все будет потом, когда человек у нас приобретает данные, тогда он все получает. Ну, мы на вашу академию дадим ссылку в био обязательно, пусть ребята, кому нужно это реально воспользуются этим реально супер классным опытом, вашими знаниями. Помимо этого, хотелось бы просто еще обсудить вот такую часть, как, ну вот, мы говорим про работу, да, в основном, но есть же еще часть там какой-то там личной жизни, семьи, да, вот как здесь, то есть в плане отношений, да, то есть вы
ну, рассказываете, да, так очень много про работу, и чувствуется, что вы там, ну, много времени там проводите, но как насчет семьи, вот отношений, как у вас там, то есть как вы это одновременно вот, ну, выстраиваете? Как любой бизнесмен. Когда начинаешь бизнес, ты вся в работе. То есть после моего факапа в 2011 году, и когда я решила своего сына обучать в Соединенных Штатах Америки, когда я ушла с работы с телевидения, когда я поняла, что тот бизнес, который я вела ранее, просто так вести бизнес нельзя, проанализируя своих ошибки, я окунулась в бизнес полностью. Я так думаю, что многие предприниматели, которые начинают свой бизнес, они все вот так находятся. Младшему сыну у меня тогда было всего лишь на все 1,5 года. Когда я уже поняла, что мне нужно активно, да, старший у меня школьник, я утопала, честно говорю, да, это, я так думаю, многие через это проходят, и я поняла, что мне надо что-то делать. Даже, знаете, заходила до такой ситуации, когда ночью ложится у меня младший сын спать, и он говорил, не мам пошли спать, а пап пошли спать. То есть, понимаете, он настолько привык, когда я шла в командировках, что меня нет, что у меня в 10 часов я свои методологии прописывала именно ночами. Понимаете, то есть днем я работала, а мне нужна была полная тишина, чтобы сосредоточиться вот эти инструкции. То есть когда мне никто не мешал, вот я сидела, все это прописывала. То есть у меня тогда не было бухгалтера. То есть, ну, все же так бизнес начинают, все в своих руках сначала, да. Это потом, это сейчас мы уже, да, уже можем о чем-то заявлять, да, набив шишки. Когда уже бизнес растет, ты постепенно освобождаешь руки. За счет чего я освободила руки для того, чтобы быть с семьей? Первое, это я делегировала быт. Ровно 29 лет тому назад, как у меня родился старший сын, я тогда поняла, что мне нужно делегировать быт. О, супер, И так. спасибо моему мужу, который меня поддержал тогда. Мгм. На кого Вот. делегировали? На няню, да, там на... Няня, помощница. Это был 96-й год, если что. То есть в то время Такого не этот было, да? институт не так сильно был развит. Это Да. была экзотика, да? Это была Это экзотика. как сейчас няни-филиппинки, да, примерно сейчас тренд такой. Вот, совершенно верно. То Да. есть, да, поэтому я специально озвучиваю год, что Да. это 96-й год. Окей, супер. Вот, Что сразу еще же, из что такого еще? ключевого? Делегировала свои рабочие процессы. Как я могу себя освободить? Время. Делегировала свои рабочие процессы. Освободила. Затем, конечно, мотивированная команда. Только когда все я это сделала, когда я систематизировала бизнес, у меня находилось время. Конечно же, у меня было воскресенье, да, допустим. Естественно, я себе позволяла там с подругами пойти, да, даже свои женские дела, там, да, покраситься, там, волосы, там, мейк сделать. Я этому всегда уделяла внимание. Всегда. Как бы я ни была занята. То есть отдых – это тоже часть работы. И этому тоже надо уделять внимание. И я этому уделяла. И вот благодаря правильному делегированию, благодаря поддержке семьи у меня это все получилось. И я считаю, что как бы то ни было, нужно держать баланс между бизнесом, работой и отдыхом. То есть свою жизнь надо делить на какие-то кусочки, потому что мы не можем полностью все в бизнесе. То есть, ну-ка, мы когда-нибудь выдохнемся. Поэтому надо отпуски свои планировать. Нужно планировать свои выходные. У меня распланированы даже мои личные походы к косметологу, с Супер. подружками посидеть, попить кофе, сходить к маме. Даже это у меня все распланировано. Супер. Ну, я вот тоже хотел поделиться своими инструментами. Я вот каждую субботу, есть такая штука, колесо баланса называется, и там есть сферы, и ты просто расписываешь их по 10-бальной шкале, там оцениваешь и понимаешь, где у тебя, допустим, там условно ниже 6 баллов. Для меня это критично, что уже все что-то не то. И я там начинаю просто расписывать, что мне нужно на следующей неделе сделать. Оттуда я беру и начинаю это планировать в график. И, в принципе, когда ты за неделю это все делаешь, то у тебя реально к следующей неделе происходит такой некий баланс. По-любому что-то другое проседает, но ты в этот момент потом на следующей неделе уже планируешь, дополняешь. Поэтому классная такая штука, и я тоже вот стараюсь планировать именно все сферы жизни, потому что иначе никак. Совершенно верно. Вот многие спрашивают, как вы все успеваете, да? Активный очень ритм жизни, да? Сейчас еще личный бренд начал вести. Это же тоже отдельная работа, это же тоже столько времени отнимает. Вот сейчас у меня, допустим, вот этот проект тоже столько времени занимает. И вот, допустим, когда ассистент... Раньше я сама в ежедневнике вела. Вот ежедневники вела, я расписывала все. Понимаете? Вот так все вела. А сейчас, допустим, у меня есть ассистент, и я человек-план. Меня так мои сотрудники все это называют, потому что когда у тебя все распланировано,
ты все успеешь. Мгм, Когда мгм. каждая минута, каждый час твой расписан. Да, Ты знаешь, что поехал сюда, быстренько тебе на трафик 15 минут сюда, ты уже здесь на подкасте, здесь ты сидишь на маникюре, здесь ты провела собрание, а здесь ты поговорила с сыном, а здесь ты то. Все, весь день расписан. И ты все успеваешь. Это суперская вещь, когда есть план. Нету плана, значит хаос, бардак. Все, и поэтому люди не успевают. И поэтому не успел, я не то, я не все. супер. Спасибо вам большое. Я, если честно, вот думаю, что, ну вот как я говорил, с чего начинал подкаст, да, что, по сути, я зову часто людей, кто успешный в моменте, но не факт, что они будут успешны всегда. Потому что вот мне один друг, который меня чуть постарше, Талга Итаев, он мне говорит, ты не знаешь, кто по итогу стрельнет. Бывают те, кто идет, 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 они потом раз падают. А бывают те, кто, ну, не особо идет, он бывает стреляет. Но когда уже успех — это не что-то случайное, а уже система, как у вас, да, на протяжении уже 15 лет, этому реально стоит поучиться. Поэтому спасибо большое. Как я говорю, что наше вот намерение было изначально сделать вклад в предпринимательниц, вообще в предпринимателей, особенно в женщин, мне кажется, которые смотрят, да, этот подкаст. Я думаю, этот план получился, намерение получилось, потому что реально вот эти вот все пазлы, которые вы сказали, если реально склеить и применять в течение долгого времени, то все получится. Что бы вот пожелали именно, давайте так возьмем девушек, которые сейчас вот хотят там развивать свой бизнес, себя, одновременно все это успевать. Что ключевое для них Вы знаете, посоветуете? я посоветовала бы многим бы, взять на вооружение мой девиз жизни. Да. Позитивное усложнение жизни. Что значит? Что это такое? Вот вроде смотришь, усложнять жизнь. Это не про страдания, это не про трудности, это про движение. И делать это на позитиве. Вот смотрите, вот если река течет, она живая. Если река только остановится, она во что превращается? В болото. То есть самое. То есть когда человек не движется, он что? Он застаивается. Поэтому мое усложнение жизни, оно это как расширение жизни. А если ты это начинаешь с позитивом, ты видишь свою перспективную точку впереди, что тебя ждет. И когда ты эту точку видишь, когда ты к ней идешь на позитиве, у тебя это все совершается. Почему? Потому что ты уже эту мечту представил, ты к ней идешь, и ты получаешь драйв. Вот когда у тебя, Арман, что-то получилось Да, такое заветное, ты же испытываешь конечно, кайф, ты конечно. испытываешь драйв, Самый ты высший кайф в испытываешь жизни. удовольствие от этого. Да, Понимаете, да? Чем больше таких позитивных моментов, тем больше ты получаешь результат от этого и движешься дальше. Вот. И поэтому вот не зря же говорят, еще с каким тоном ты начинаешь это. Не зря же говорят, как вот, пьеса начинается от первой ноты. да. И вот какая твоя пьеса, с какой ноты начнется? С позитивной или же с низкой будет зависеть твоя дальнейшая жизнь. И вот именно вот это мой девиз «Позитивное усложнение жизни», знаете, вот даже расскажу прям в 2 словах. Вот, допустим, когда я вышла замуж, мы жили с мужем год с родителями. Вот в чем оно проявляется именно? Позитивное усложнение жизни. То есть я когда иду в усложнение, я иду на позитиве. Вот вышла замуж, мы год прожили с родителями, по тем временам, это был 87-й год, обкомовская квартира, 4 комнаты, у нас отдельный комната, цветной телевизор, все, живи не хочу. Ну, я мужу говорю, давай будем жить отдельно. Ну, вот. И мы переехали с мужем. 2 городских ребенка, которые никогда в жизни не жили в поселке. Да? Мы переехали в частный дом деревянный с 2 печками, туалет на улице, газ привозной, вода привозная. То есть это что был шаг в независимость. То есть я же усложнила себе жизнь тем, что у меня будет независимость, мы будем от родителей. Допустим, подтверждением моего этого девиза, допустим, что еще можно привести? Вот когда я работала в крупной компании заместителем генерального директора, да, допустим, тоже все на лайте было. Квартиры есть, у меня такая должность, у меня в подчинении столько человек, у меня личный кабинет, секретарь, машина, привозит, отвозит. Живи не хочу. Но что стало? Стало все постоянным, предсказуемым. То есть 7 лет я проработала, то есть уже это не драйвило. Понимаете? То есть Новый уровень. что-то нужен какой-то новый уровень. В Астану еду и открываю корреспондентский пункт телеканала. То есть я Прикольно. никогда в Окей. жизни жизни не работала на телевидении, несмотря что мои родители, да, работники телевидения, я открываю. То есть это тоже совершенно новое. Позитивное усложнение жизни. Супер. Совершенно Окей. новые.
не открытое тебе. Я иду и открываю этот корпункт. Вот, допустим, 55 лет начал заниматься личным брендом. Вот спрашивается, зачем? Но я начал же им Да, заниматься, потому да. что я понимаю, что здесь какие-то другие перспективы. Когда я увидела, что я для магазина пару вещей, там что-то делаю, это все продается в лед, я поняла, что значит мне надо заниматься. Пусть это будет поздно, это тоже моя ошибка, как говорится, да, была поздно, но я начала заниматься личным брендом. И вот сейчас вроде все стабильно. Вроде стабильно. Живи не хочу, расслабься, тебе 56 лет. Живи в свое удовольствие. Нет, у меня же новый проект, школа. Я не гонюсь за чем-то. Просто мне хочется жить дальше. Вот Супер. в этом продолжается моя А жизнь. сколько у вас есть, вот, ну, на какое время у вас есть план? Я буду всю жизнь такая, я это знаю. Прикольно. У меня моя мама, сейчас скажу, ей 84 года. Она до сих пор у меня работает. Вот она же у меня режиссер, и вот она до сих пор у меня курирует телевидение. Не зря же говорят, что труд – основа боевого духа. Да, Что ты, да. когда трудишься, то ты всегда чувствуешь себя хорошо, позитивно. И чем больше вот этих побед, этого всего, ты здоровее. У меня папа, допустим, да, тоже до последнего, да, вот если не пандемия, он был бы жив, допустим, у меня тоже до последнего работал, у него тоже был бизнес, там вот эти телефоны, вроде на пенсии, все хватает. Я говорю, пап, для чего ты работаешь? Он говорит, чтобы не стареть. Он даже в больницу, когда ложился в пандемию, он брал свой ноутбук, чтобы смотреть YouTube, чтобы отслеживать свои продажи. Ну вот он, знаете, ему было это в удовольствие. То есть мои родители, они такие вот, и, видать, это по генетике. Все-таки Да. кровь не вода. Конечно, Кровь не конечно. вода. Знаешь, что я хотела сказать, Арман? Что мне нравится в твоих подкастах и почему я решила прийти на твой подкаст? То, что ты даешь обратную связь и резюмируешь своим подписчикам то, что ты услышал. Допустим, какой-то ты там инсайт поймал или какое-то новое знание поймал, да? Ты не просто вот, мы могли бы просто побеседовать, а у людей бы не закрепилось бы. А ты когда резюмируешь, ты же запишите. Ты вот прям моя методика работы с своими сотрудниками. Почему? Чаще Запоминается. совершенно верно, запоминается. Мгм. И когда мои сотрудники, допустим, они забывали что-то, а я понимаю, что воспроизведение у всех разное. Все люди понимают информацию по-разному. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. И когда они дают обратную связь, так, записываем. Какой первый итог? Первый итог такой-то. Все, поняли? Поняли. То есть вот это, между прочим, это учительский подход. Душнильский подход. Душнильский Да. подход. Но зато Супер. он очень Эффективный. результативный. Супер. Ну и как раз давайте этими завершим по-душнильски, как всегда. Напишите свой инсайт и как вы будете его внедрять в жизнь. А взамен мы что от вас подарим? Мы даем бесплатные уроки на наш тренажер. Это несколько уроков, где я рассказываю об ошибках продавцов, как предотвратить кассовый разрыв, что такое Супер. команда, допустим, что у нас, как работать с конкурентами. И даем 10 сертификатов на 10 тысяч тенге в наши магазины Сержинете. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо за ваш вклад, ваши знания. И я уверен, что, ну, хотя бы, знаете, точно несколько человек после этого подкаста, их жизнь сильно поменяется. Я в этом точно уверен, если не больше. Наш магазин находится Астана, Алмата, Уральск. Если, допустим, кто-то выиграет из других городов, то вы можете совершить покупку онлайн. Супер. У нас онлайн-доставка есть.